Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, сегодня я научу вас, как возвращать назад злые чары. Что такое злые чары? Чары, воздействие, подчинение. Например, самые знакомые вам слова. Очарование, да? Очаровательно, очаровала. Слово чары, что означает подчинила своей воле. Подчинила своим желаниям. И тем самым человек находится под воздействием другого человека. Чары могут быть как добрые, так и злые. Добрые чары или чары, которые не приносят вреда. Это когда вы своим умом, своим талантом, своей необычностью привлекайте внимание и воздействуйте на окружающих. Вот вы поете очаровательно, очаровываете своим пением. Это добрые чары, это доброе воздействие. Это воздействие, которое приносит благо, а не вред. Но есть люди, которые могут своими чарами уничтожить семью, которые могут достать людей до такой степени, что люди увольняются. Люди, которые своим сглазом, своими посылами, своими постоянными направлениями на другого человека, определенных энергетических сгустков, определенных пожеланий и так далее, поганят ему жизнь, призывает в жизнь этого человека неудачи. Сглаз, проклятие, откровенные за глаза сказанные оскорбления, принижение человека, прессинг дома, понимаете? Это все относится к чарам. То есть воздействовать на другого человека, на энергетическое поле другого человека и подчинить себе, либо поганить ему жизнь. Сегодня я дам вам заговор, то есть заговор и ритуал, естественно, которым вы вернете злые чары тем людям, которые это насылают, желая того, намеренно или не намеренно. Что произойдет после этого ритуала? Скорее всего, ваша начальница либо уволится, либо перейдет на другую работу, либо начнется против него преследование, откроется очень много тайных, очень много скрытых и нечестных сделок, и она от вас отстанет. Сотрудники, которые вас достают, уйдут, либо замолчат, перестанут вообще к вам подходить. В семье, если кто-то постоянно наводит эти злые чары, может быть, свекровь, может быть, заловка, может быть, ваша родственница или кто-то еще, перестанут к вам ходить, отстанут от вас. А те, которые с вами враждуют, и если действительно они вот такие посылы делают, такие заклятия, проклятия, зависть, сплетни и прочее, у них начнутся неприятности, и они накажутся. Что нужно для этого? Благовоние. Любое благовоние, фимиам или иное, потому как нам нужен дым. Нам нужно пустить дым вверх, чтобы с дымом соединялись эти слова и были услышаны. Красный или черный алтарь. 6 свечей, 3 белых, 3 черных. Показывает 2 стороны, навь и явь. То есть мир мертвых и мир живых. И трава, полынь. Проведите этот ритуал время от времени. Как только тучи сгущаются, и вы увидите результат. Насколько это все быстро исчезнет и освободит вам пространство. Итак, начнем. Для начала зажигаем
свечи. Дальше по порядку. Итак, мы с вами зажгли свечи. Извиняюсь. Зажгли благовоний. Он будет тлеть. Траву полынь. И читаем 6 раз. После чего ждем, пока свечи догорят до маленьких огарков. Потом это все собираем. И на следующий день относим под дерево. Оставляем 6 монет и говорим: откуда пришло, туда и ушло. Кто отправил, тот себе обратно и забрал. Да будет так. И у вас наступит огромное облегчение. Когда у вас неприятности начинаются, упадок сил, усталость, болеете, пришли домой, внезапно начали болеть. Тем более, если вы перед этим ярко одеты и пошли куда-то, прошлись и так далее. Знаете, вас сглазили, либо что-то пожелали нехорошего, либо что-то наговорили, либо о вас сплетничают. Одним словом, пьют вашу энергию, тем самым обессиливают вашу жизнь. После того, как вы проведете, все пройдет. И тот человек, который намеренно это делает, тот заболеет. Итак, читать нужно 6 раз. Начнем. Старуха слепая посреди леса сидит, не видит, не слышит, да на ладан дышит. Но все черные посылы берет и на людей направляет, жизнь людям отравляет. Эй ты, старуха седая, недобрая и не злая, пришла к тебе с добром. Прошу лишь об одном: все черные посылы от меня забери, и тем, кто послал, обратно верни. Скати с меня людская зависть, уроки, призоры и черные заговоры, шепотки и злые глаза, ядовитые языки. Каждому из вас свое зло назад забирать, у себя и поселить ее. Я сказала, а старуха повторяет, и каждому свое зло обратно возвращает. Говорит она и заклинает, а меня от зла освобождает. Да будет так. Еще раз прочитаем. Старуха слепая посреди леса сидит, не видит, не слышит, да на ладан дышит, но все черные посылы берет и на людей направляет, жизнь людям отравляет. Эй ты, старуха седая, недобрая и не злая, пришла к тебе с добром. Прошу лишь об одном: все черные посылы от меня забери, и тем, кто послал, обратно верни. Скати с меня людская зависть, уроки, призоры и черные заговоры, шепотки, злые глаза, ядовитые языки. Каждому из вас свое зло назад забирать, у себя и поселить ее. Я сказала, а старуха повторяет, каждому свое зло обратно возвращает. Говорит она и заклинает, а меня от зла освобождает. Да будет так. Вы знаете, легче становится сразу в голове. Даже если я вас просто учу, прям вот в голове становится легко. Как будто что-то снимается, какая-то пелена. Но это тоже, знаете, посылы, зависть и все остальное в одну кучу собрано. Еще раз. Старуха слепая посреди леса сидит, не видит, не слышит, да на ладан дышит. Но все черные посылы берет и на людей направляет, жизнь людям отравляет. Эй ты, старуха седая, недобрая и не злая, пришла к тебе с добром. Прошу лишь об одном: все черные посылы от меня забери, и тем, кто послал, обратно верни. Скати с меня людская зависть, уроки, призоры, черные заговоры, шепотки и злые глаза, ядовитые языки. Каждому из вас свое зло назад забирать, у себя и поселить ее. Я сказала, а старуха повторяет, и каждому свое зло обратно отправляет. Возвращает, извиняюсь. Говорит она и заклинает, а меня от зла освобождает. Да будет так. Устала. Последний раз читаю, и все. Старуха слепая посреди леса сидит, не видит, не слышит, а на ладан дышит. Но все черные посылы берет и на людей направляет. Жизнь людям отравляет. Эй ты, старуха седая, недобрая и не злая, пришла к тебе с добром. Прошу лишь об одном: все черные посылы от меня забери, и тем, кто послал, обратно верни.
Скати с меня людская зависть, уроки и призоры, и черные заговоры, шепотки и злые глаза, ядовитые языки, каждому из вас свое зло назад забирать, у себя и поселить ее. Я сказала, а старуха повторяет, и каждому свое зло обратно возвращает. Говорит она и заклинает, а меня от зла освобождает. Да будет так. Вам нужно 6 раз читать. Как откупиться и что делать, я вам уже объяснила и сказала. Проведите, накажите врагов и верните справедливость. Всем удачи!